Всех приветствую на нашем канале. Уже вовсю идет подготовка к Новому году. Сегодня я буду готовить вот такие веселые имбирные пряники. Это мой любимый рецепт. Пробовала много разных рецептов, но понравился именно этот. Я считаю, что нет смысла покупать втридорога, когда можно приготовить самим. Быстро, легко и дешево, а также провести вместе время с семьей и детьми. Для приготовления нам необходимо 400 грамм сахара, 900 грамм муки, разрыхлитель теста, где-то чайная ложка с горкой, можно 2 положить, 4 столовые ложки меда, 400 грамм сливочного масла, 4 яйца и специи. 3 чайные ложки молотого имбиря, 1,5 чайные ложки молотой гвоздики, 3 чайные ложки корицы молотой, 2 чайные ложки кардамона и 2 чайные ложки мускатного ореха. Хочу сразу предупредить, что пряники будут очень ароматные и пряные. Масло должно быть размягченное, не замороженное и не растопленное. Так что вытащите его заранее с холодильника. Соединяем сливочное масло с сахаром и хорошо взбиваем. Вбиваем 4 яйца и продолжаем взбивать. Можно это сделать на планетарном миксере. Я буду обычным. Все специи мы высыпаем в наш мед. Если у вас мед густоватый, немножко можете его подтопить в микроволновке. Чем хороши эти печенья, за счет меда и специй у них очень длительное хранение. Как минимум 2 месяца у меня лежали и больше. Получаются очень ароматные, очень вкусные. Но если кто-то не любит одну там из специй, я знаю, что не все любят корицу или не все любят кардамон, то можете просто исключить эту специю. Выливаем наш мед со специями. Все взбиваем. Специи также ей цвет придадут печенью. В муку добавляем разрыхлитель и высыпаем в наше масло со специями. Перемешиваем. Собираем тесто в комочек, в пакет и в холодильник. Убираем в холодильник на 12 часов. Тесто с холодильника вытащила, наверное, минут за 15, за 20, чтобы немножко оно отошло. Теста получается много. Кому столько не нужно, вы можете смело рецепт делить на 2.
Сейчас в процессе раскатки оно станет мягкое. Сразу скажу, что все это мы делаем только для себя и на подарки близким. Толщину теста нужно делать где-то миллиметров 5-6. Это тесто не очень хорошо переносится на противень, поэтому кому удобно, можете сразу раскатывать на такой вот силиконовой подложке для противня. Но у меня перекладывается нормально, поэтому я перекладываю. Часть печенек я буду делать на шпажках. Удобно потом в подарок втыкать. Духовку разогреваем до 180 градусов и ставим наше печенье. Печенье готовится очень быстро, поэтому смотрите внимательно. Печеньки подрумянились. У меня они в духовке были 15 минут. Так смотрите по своей духовке, потому что время может быть разное. Сильно не пересушивайте, потому что тесто тонкое. Оно само по себе такое, как печенье суховатое. То будет совсем сухое. Печенье нужно оставить или остывать в противне, или же переложить на ровную поверхность. Потому что они сейчас еще мягкие, могут деформироваться. Поверхность получается очень ровненькая, хорошая под роспись. Вот такие печенюшки у нас получились. Как остынут, их можно расписывать. Для приготовления белковой глазури или айсинга нам понадобится 200 грамм сахарной пудры и 2 белка. Это если яйца не крупные. Если яйца очень крупные, тогда одного белка вполне хватит. И на малых оборотах взбиваем миксером.
Вот до таких мягких пиков. Теперь эту глазурь раскладываю по разным емкостям для окраски. Эта глазурь густоватая, она подходит для контура. Если вам нужно заполнять какие-то рисунки, то ее по капелюшке надо разбавлять водой до нужной консистенции. У меня гелевые пищевые красители. Ну, количество, цвет, это уже будете сами смотреть. Перекладываем в кондитерские мешочки. Наша глазурь готова к росписи. С этой порции получилось 4 противня у меня печений. Начинаем расписывать. Каждый год в декабре у нас уже семейная традиция. Мы печем имбирные пряники и потом всей семьей садимся расписывать. Ну, естественно, мы не профессионалы, мы все это делаем для себя. Это не мастер-класс, просто делимся тем, как мы это делаем. Какие кудри красивые, печенюшки. Голубоглазик будет. Смотри. Смайлик надо сделать. Не, для розового нужно будет.